السيستم. من وين بتحكي عربي؟ Чуть-чуть. شوية. Я плохо, вообще не знаю, я брат. То, что ты сказал уже Я знаю хорошо. только, что кейфи халик, все, больше ничего не знаю. А Кейфи Халик учился? WhatsApp, бро. А почему ты никогда не научил меня про Кейфи Халик? Только Кусумук научил меня. Нет, я тебя научил все, тебе запомнилось только кусок. Тебе Ну, я запомнилось только то, что ты хочешь. бы поучил арабский с кайфом прям. Я так, Сложный кстати, язык, на самом Не, вообще деле. не сложный же. он. Сложно. Да нет, как он сложный. Там, если его понять, как он устроен, вообще легкий он. Ну, это же надо делать. Да, ну, смотри, я как носитель, я не могу сказать, что это. Ну, я- Ты, брат, из Судана, да? Да, я- А в Судане там официально арабский, да, получается? А там какой-то свой диалект арабского? У них Конечно, там да, фусха? это во все арабские Вы страны. не на фуске Нет, разговариваете, никто не да? говорит на фуске. Никто не говорит. Ну, фусха это сейчас. литературный же, да, Да, арабский, это получается? литературный, это книжки, это Куран на Коран. фусха написано? Да, Да, на фусха, фусха, да. да. Точнее, фусха взята от Корана. Да. Вот. А суданский, получается, арабский как называется? Свой, суданский. Ну, как вы его арабский. называете? Нет, никак не называем. Никто нигде не называет. Все говорят на арабском. Только разные диалекты. У меня друг один был дагестанец, он учился в Александрии, Конечно. и он разговаривал на мисрский, да, получается? Да. Египетский. Да. И пацаны с Магриба приехали. Не понимают его. Они понимали вообще друг Вообще. друга. Они Они не вообще понимали Из друг Магриба? Магриб это Алжир, Марокко, вот та сторона. И они вот так, Арабы. прикинь, разговаривают. Этот Они на не арабском, понимают он друг такой, и я такой, ой, что вообще происходит, короче, вообще не понимаю. Это, походу, как у китайцев, потому что у них разные типы диалектов в провинциях, или они друг друга понимают. Ну, наподобие, но основа одна все равно у языка. Видимо, в Магрибе еще много этих берберских слов. Французский. Берберский и берберский, французский. да. Все вместе смешано у марокканцев. Очень такое, знаешь. Но я считаю его красивым арабским. Марокканский. Да, его называют дарджи. Они даже не называют его арабский. Их язык называется дарджи. А он еще состоит из арабского и Французского и берберский. Да, берберский. Амазири. Неплохо. Да, Это чисто разговоры об арабском. С А мы Мухаммедом. снимаем уже, да? серьезно? Йоу, привет. Хип-хоп. Мы здесь. Йоу, добро пожаловать в Juju People, самый черный уголок вселенной на русском языке. Здесь мы говорим про большие члены, про то, как класть сверху, про самую острую курицу на районе и о том, как выжить в России. Чё, йоу, всем здрасте, Здрасте. Не круто, да, звучит? Здрасте. Здравствуйте, люди добрые. Приветствую, вот мы здесь. Всем йоу, это Juju People. Не получается, да, не заходит. Да не, прикольно вообще, нет, Макс. Давай еще раз. Делай, Макс, делай. Всем йоу, это Juju People. Мы здесь разговариваем о том, что значит быть черным человеком. Пацаны. Ну что, вы поняли? Вот, я не черный. Гости в нашей вселенной. Чисто залетел посреди. Уф, как смешно. Вообще, в целом, мы тут про черный экспириенс в России. Во-первых, чтобы познакомить зрителя, россиянина с нами. Ну и нам самим тоже понять, каково это. Все наши общие моменты, все наши общие загоны. И сегодня мы пригласили гостя, человека, который может понимать нас во многих моментах. Ну, где-то да. Который, если в целом говорить про то, что мы сегодня будем стараться раскрыть, это каково жить человеку не славянской внешности, не русской идентичности, не русской культуры в Москве. Наверное, сузимся на Москву. Ну, давайте про Москву, да. Сузимся на Москву и в целом каково это, какие фишки, какие приколы. Но перед тем, как мы к этому перейдем, надо 100% познакомиться. Давайте начнем с молодого человека справа. Yo, what's up, молодой человек справа, это я. Меня зовут Мухаммед. Все меня называют Муха, но лучше Мухаммед. Живу в России очень давно, я почти русский.
ведущий и близкий друг Сэма. И просто супер классный человек. Ты из какой страны? Я из Судана. Судан-то где находится? Судан — это северо-восток Африки. Это супер-пупер классная страна. Но сейчас не очень. Сейчас не очень. У вас красивый флаг, да? У вас голубой цвет, да, у вас на флаге? Нет, у нас зеленый. Я ему на днях кидал просто. Я ему кидал, типа, был День независимости Сомали. Это сомалийский флаг. Все, я перепутал. Все, брат, извини по-братски. Это просто две разные страны. Ну, Сомали офигенный флаг. Да, у них звездочка. Какой у вас флаг? У нас очень похож на флаг Палестина, только вместе красный-зеленый. Тоже триколор. Да, триколор. Ага. Черный, белый и зеленый, да? Черный, красный... черный, красный, зеленый. Черный, белый, красный и зеленый здесь в треугольнике. Все, я понял. Чем славится Судан? Что там такого? Все, абсолютно все. Алмаз, золото, нефть, газ и очень ужасное правительство. Сейчас. И ЧВК «Вагнер». Ладно, извините. Да, есть такое тоже, да, у нас. У нас тоже такое есть. Расскажи какую-нибудь национальную фишку Судана. Типа, если меня спросят про Нигерию, я скажу, что есть там джолоф. И все знают Нигерию по джолоф, например. Вот за что популярный Судан, да. Еда или какой-то момент, достопримечательность. Какая-то такая фишка Судана. Вот что у вас крутое есть там? Мне кажется, нефть. Много нефти. Нет, ресурсы это понятно, кроме ресурсов. Не об этом. Мы очень гостеприимливы. Очень. И кроме этого, мы единственный народ, который здоровается... Подойди. Так. Вот, типа, нет, здесь. Типа ты когда видишь человека Судана, такой типа... Вот так и здорово. Если ты так сделаешь где угодно, они поймут, что вы суданцы. Типа чисто по плечу. Да. Вместе одновременно. Да и кроме этого, мы просто супер крутые люди. Это ты сам решил так? Да. Нет. Ну... Все решили так. Такой вопрос. Ты так не считаешь, что мы... А твой цвет кожи это классический для Судана? Или ты светлее? Смотри, нет, не светлее, наоборот. У нас на самом деле очень разные. Можно найти... извините, у Гурама Амаряна, когда он загорает, вот такой же цвет кожи. Реально говорю. Вот считай, что я тоже загорал. Я был на юг, я был на Черном море, так что вот это может быть оттуда, чуть отбелил, понял? Но как только мы в Дубай приезжаем, он сразу вот такой становится. И волосы такие же. Да, и волосы. Уга. Это не ты. Надо было вам Гурама позвать сюда. Салют, Гурам. Салют, Гурам. Гурам. Лерой. Where you from? What's your name? How you got here? My name is Leroy, the boy. You know what I'm saying? I'm a model and a musician. I came here like 5 years ago, and the main reason why I came here was to study, but I'm already done with that. So like, man's just chilling now. You know what I'm saying? А где ты учился? Мира, знаешь? Мира, да. И ты что изучал? Robotics, робототехника. How old are you? I'm 23. 23. Wow, okay. 23. And you came to Russia, how old? I think I was like 18 or 19, I don't remember, man. 18? 18, yeah. Not bad. Мне кажется, 18 лет, как будто менять страну 18 лет супер жесткая штука, нет такого? Да, очень сложно. Ну, типа ты... It's so hard, yeah? Yeah. Change country. It's crazy, bro, but I'm used to it now because it's been 5 years. Тогда все нормально. Where did you come from to Russia? I came from Zim. Like, I grew up in the UK, and then I went back to Zimbabwe for a little bit. And then from Zimbabwe, I came here, and I've been here like 5 years. So you were born in Zimbabwe and you grew up in the UK? Yeah. How does someone from the UK, like, or from Zimbabwe finds a spot in Russia и такой, я хочу приехать учиться в Россию? Зачем? Как? I don't know, man. It's complicated, bro. You know what I'm saying? Like, my dad wanted me to become a doctor in Zimbabwe and shit. But I wasn't really feeling that, so I was like, let me just travel and go somewhere. And I ended up here, and it's cool as fuck. Yeah. Подожди, стоп, я не понял. Из UK в Зимбабве, а потом сюда? Да, он типа родился в Зимбабве, вырос в UK, на время поехал к родителям, и оттуда его отправили типа в Россию учиться. Типа, а почему не UK? Why didn't you study in the UK? Это, наверное, закрыли. У меня сестра также была, Она училась там, уехала в Россию, и потом какая-то суета. Привод был какой-то, что-то. Ну это сейчас. Но это она же россиянка, твоя сестра. Да. Но у нее-то... у нее гражданство UK, да? You're a UK citizen, yeah? Yeah. UK citizen, yeah. So why didn't you end up studying in the UK then?
Почему ты в Россию приехал учиться? Потому что Россия, это Россия. Может, вот эти вот ваши Абрамовичи. Нахрен это нам Великобритания, блин. Поддерживаю. Правильно, герой, наш. Угар. В России футбол, пиво. А там что? А там даже не Fish and знаю, chips. что там. Угар. Чипсы, да? В России Fish and футбол, chips. пиво и чипсы. Did you learn the language? Did you get used to the language? Ты привык к языку? К русскому? Like русский? Да. Man, русский сложно, bro. Русский сложный. А ты, получается, ты учился на английском языке, типа? Nah, I was studying in Russian as well, but you know, it was mostly like numbers and like computer shit, so it was okay. И поэтому, Лучше типа, из русский Москвы язык, он занять. такой необязательный. Да. Ага, я понял. Да. Йоу, это Лерой. Из UK в Зимбабве, а потом в Москву. Молодой человек, который сидит слева от Лероя. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня Как зовут вы- Расул Чабдаров, я родом из Кабардино-Балкарской республики. Кабардино-Балкария находится на юге России, у подножия горы Эльбрус, самой большой горы Европы. Ну, мы так всегда говорим. Не Мон-Блан. Мон-Блан 4000 метров, это, бля, гора разве? А Эльбрус сколько? 5642. Это лежащий полицейский. Конечно. Чисто. Да. Сравнение с Эльбрусами. Да. Я только Эльбрус, что типа, оттуда, вот кстати, это я там если... Ты был, да, там? Месяц назад. Да? И Да. понравилось тебе? Да, очень классно, очень красиво. Обязательно очень приезжайте, супер-пупер. всех приглашаю в Кабардино-Балкарию, приезжайте, все, что надо от Если меня я хотите сделаю. худеть, ну лучше туда не поехать. Ну, Много да. еды? Да. Много мяса? Очень. Да, все много, правда. мясное, все, что мясо, все. Кто на Кавказе лучше всех готовит мясо? Блин, Ну, ты разжигаешь. такой вопрос. Дагестанцы. Не, ну я тебе так скажу, самое лучшее мясо, которое я ел, давай так скажем, оно было в Центральной Азии, это Казахстан и Киргизстан, и Узбекистан. Самое лучшее там Вот мясо это было. пород. Почему? То, как приготовлено? По вкусу мясо, порода же другая, там барашек всякие. Это же тоже зависит от что она ест, чем она дышит, какую воду она пьет. Там было одно из самых вкуснейших, которые я ел мясо. А так, конечно, в Кабардино-Балкарии одно из лучших, мне кажется, на Кавказе. Вы просто в Африку не были. Не были в Африке? Ты, если были в Африке, Ой, да. Yeah, Africa's got crazy food. в Африке У нас классно, самое да? вкусное У вас мясо. вкусное мясо? Да, нереально вкусное, да. Блин. Еще оно острое. Еще острое. Но его готовят со специями и так далее. То есть нет такое, что Просто порезал мясо? и просто в кастрюле. Такое бывает на Кавказе, я видел. Мгм. Вареное мясо просто. Просто, да, резал баран и положил его полностью в этой кастрюле. Это был Владикавказ. Подожди, остановись. Это было вкусно, но странно. Anyways. Вкуснее всего у нас в Африке, да, готовят ее с любовью, со специями, с разными. Чем Кабардино-Балкария знаменита? Вот если тебе надо было рассказать, типа, Кабардино-Балкария. Гора Эльбрус. Со всего мира приезжают туда люди, поднимаются сноубордисты, альпинисты. У нас еще самый большой ледник в Европе. У нас вообще в России находится 6 пятитысячников гор, и 5 из них в Кабардино-Балкарии находятся. Вау. Это самое высокогорное вообще место страны. А если то, как я закинул Мухаммеду, то есть оставить ресурс, оставить природу в культурном плане, чем народ... вот какая культурная Ну, в фишка? Кабардино-Балкарии два народа живут, кабардинцы и балкарцы. У них в целом общая культура, но и она вот настолько общая, настолько она и разная. Но если я про свой народ могу сказать, про балкарцев, из блюда у нас самое наше любимое блюдо — это хычин, такой тонкий пирог, очень тонкий, внутри там всякие приколы. Это в мясо? Айран. Не мясной. Ну там у нас типа тыква, там творог, сыр, там всякая вот эта суета. Как он еще называется? Хычин. Хычин. Но он в целом у всех народов Кавказа есть, он просто называется везде по-разному. А хинкал не ваши? Хинкал это дагестанский. Дагестанская? Айран, мы все время... Хычин и айран — это наши национальные, это типа, если ты это не ешь, это ты такой, то ты что, не балкарец, что ли? Вот так. А я думал, айран типа армянская тема. Или у каждого есть свой... Опять-таки у каждого свой айран, но типа айран это мы айран называем. Порядок. Ну, примерно в принципе такой же, кисломолочка это. Рецепт похожий. Ну, Но примерно, армяне скажут, что это своя. Не, у армян свой, у них тан вообще называется. А, да, Тан. да. У турков там айран, у нас айран тоже, типа. Если я захочу поехать в Кабардино-Балкарию, что мне надо посмотреть обязательно? Обязательно тебе надо поехать в Чегемское ущелье, братан. Это Эльбрус. самое... Ты был там? Нет. Эльбрус прикольно тоже. Эльбрус, был но мне только- Эльбрус, типа, я Эльбрус, да, вау, Привык. круто.
Да, но Чегемское ущелье это вообще другое. Это что-то, блин, это я даже описать тебе не смогу. Там «Аватар» снимали. Вполне возможно. Оно такое дикое, понял? Там, ну, ты там, вот я убежден, что 1000 лет назад вот там было точно так же, как и сейчас. Понимаешь? Сохранившаяся красота. Там вот время, оно остановилось, и вот оно. Чегемское ущелье. Cool. Это селение там, ну, Верхний Чегем, в общем. Блин, мне сильно, я же тоже из Краснодара. Ты же тоже с Кавказа. Наш Кавказец. Сразу видно. Ты армянин? Я смотрю, По какой-то... маме армянин. Мне в плане культуры, во-первых, природа там пиздата вообще везде. И Дагестан, и Кабардино-Балкария, Дербент, это вся движуха. В плане ощущений каких-то, не знаю, там настолько все уединенное, все такое как степенно, такое, и при этом тяжелое. Ну, знаешь, такое... Вот если я в Казахстане, то в Казахстане тоже был. И там в Казахстане... В Казахстане? Да, в Казахстане. Я просто как Каракина сказал, так я думаю, что он В говорит. Казахстане. И там такая, типа... Блин, сейчас я просто на эмоциональном уровне. Давай, Когда давай. ты просто ветреный. Вот в Казахстане ты ветреный. А когда ты на Кавказ приезжаешь куда-то, ты такой, знаешь, прям вот так вот хочется вот так сесть. Да, думать ты о жизни. серьезный. И все, вот так вот сидеть. И Ну, это там вот все это ощущение, серьезно. да. Там все И тебе серьезно. как будто никого не нужно там. То есть ты такие, как будто народ один... Ну, не сказал бы, что одиночек, но хочется там одиночества такого. Ну да, есть единоличность, вот это есть, она Да. существует. Вот. Ну, А мне кажется, что вот в отличие с африканскими народами, если мы тут будем браться сравнивать, Да. что мы наоборот, мы про тусовку такую, типа мы про племя, про так типа, мы тоже про племя и про совместное. тусовку, братан. Ну вот, Мы очень любим собираться, у нас, знаешь, как весело у нас В бывает. этом плане, да, мне кажется, я вот сейчас как раз рассказываю. Мгм. Я объездил юг с съемкой проекта телевизионного. Называется «Покажи мне юг». Вот это я рекламировал Да? сейчас свой проект. Нормально. Смотрите, вам понравится. Нет, я реально посмотрел на это, я сравнивал там свадьбы, застолья, тусовки. Все это очень похоже на Африку. На африканцев. Очень похоже, да. Ну, то есть очень похоже. Мне я кажется, просто в это Африке не был, так что. Да, ты в Краснодаре. Краснодар это все равно большой город, там отсюда люди собраны. Надо Да, езжать, туда надо ехать в собираются. места. А так, на я Кав- имею в виду Дербент, Да, да, да. Там Махачкале, на юг прямо. Кавказ прям очень похож на такой, в нем есть арабская и африканская культура и застолье. Ну да, она же и сильно абсолютно. Я тебе так скажу, даже музыка, если ты послушаешь лезгинку. Ну, даже и тут ритмы. же ритмы, да. Ритмы. Я понял, что как будто такая же музыкальная лестница, или как называется, между кавказской и африканской. Послушайте. Это прям... те же, условно говоря, первобытные триольные ритмы, которые есть у африканских племен, у полинезийских племен. Я не и у представляю, у меня вообще кавказских. бывает, я, короче, когда слышу ритмы вот эти, я вам клянусь, вот когда я слушаю там тах-дах-дах-дарах, я могу быть африканские ты нормальный. имеешь в виду? Не, про кавказские. свои, ага. Я вот такой, типа, йоу, чувак, такой, блин, клево. Слышал Кендрик Ламар там что-то, знаешь, блин, каршеринг, блин. Понял? Но это я слышу, когда дах-дах-дах-дарах, я вот такой становлюсь. Я ничего с собой не могу, у меня вот здесь что-то начинается, понял? Вот здесь. Просто, я просто уже 33 года, мне уже взросляк, мне неудобно танцевать, но как я хочу ворваться, чтобы мне еще длинные, я же, понял, лысый, у меня длинные волосы, чтобы были бы. Я вот так танцевать. Мне так, я еле себя сдерживаю. Последний раз на одной свадьбе я танцевал. Но я уже чувствовал, что я физически не могу, как раньше. Догнать. Я имею в виду, ну, легкости нету в движениях вот этой. Это надо было мне постоянно заниматься, чтобы мышцы были как Но в это правда молодости. то, что похоже. Вот если посмотреть на ту же лезгинку и посмотреть на ритмы, которые есть в том же там афробите, это вот этот... Он действительно Они очень схож Да, с они африканцами. одинаковые. Я это заметил, я поэтому... Ты почувствовал себя, короче, дома, когда был на Кавказе? Да, у меня то же самое. Да, Есть там прям такое, так. типа... Как ощущение устроены дома. дома. То есть не то, что тут вот эти высокоэтажки и так далее, многоэтажки. Там даже дома такие, соседи с соседями. Ну да, там выходят с частных дор- домов. Там Абсолютно, вот это я почувствовал. Абсолютно. Абсолютно. Слушай, ну да, Конкретно, да. Там сейчас там Это было городское, классно. сельское превращается в население в городское, потихоньку идет урбанизация по-любому. Жизнь же не как бы идет, но у каждого есть в голове все равно, осталось, типа, да. надо дом, чтобы был, типа, ну хотя сейчас уже материалов все уже дорого стало, конечно, уже легче квартиру купить сразу. Там, Чем дом. Чем дом. Но как минимум наши отцы, там, они все по-любому дом строить.
Ну, мне надо кажется, было. это еще история того, что большинство народов в Кавказе — это народы, которые сохранили свое традиционное общество, свой Ну традиционный да, уклад. в какой-то мере смогли как-то сохранить, ну, пытаются сохранить, да, скажем, пытаются. А что, а есть сохранить. такое, что размывается уже? 100% есть. Вообще, я тебе говорю, я недавно думал об этом. Вот квартира, обычная панельная квартира, она как вообще этот уклад семьи меняет? То есть Подожди, ты- это слишком жесткие Да? темы. Ну, всё Это тогда, брат. слишком жесткие темы. Но Всё, вообще, всё, да. всё. Ну ты понимаешь, о чем я? Вообще, да. То есть ты пытаешься жить по адатам, так скажем, ну по обычаям, но в 45 квадратах. Или история того, что рядом нету семьи, жены, твоей семьи. Нет вот этой истории деревни. Ну Нет да, вот этого да. контроля, нет вот этого наставничества, Контакта. напутничества. Община называется это, брат. Yep. Но это вообще, это другая тема. Про это, кстати, Канье Уэст говорил в своем последнем зике. Кто? Канье Уэст говорил о том, что, типа, мы когда отходим от истории деревни, мы отходим от истории общности, а человек — это социальное существо. Община очень важна, братан. Конечно. К кому ты себя причисляешь, типа. Конечно. А что, не вариант самому общину создать? Ну, а ты живешь Можно, в можно. панельке в 10-этажке. Ну ты вот, вы чат, создаете чат в WhatsApp. Это уже WhatsApp это какая-то община, братан. Чат Но подъезда. у чата Ну, хочешь нету того влияния и контакта. авторитета, От контакта. который есть у твоей бабушки или у твоей тещи. Когда ты Но- живешь в таком традиционном общинности. Ну да, но Это всё равно- просто твои но кенты-друзья. Это какая-то все равно форма. Я имею в виду чат подъезда. Понял? Типа, это всё равно Да. какая-то форма общинности тоже. Но у них нету такого влияния на тебя. будто бы. 100%. Когда ты там рядом живешь с бабушкой, с матерью. Bro, Leroy, Yeah. what can you tell us about Zimbabwe? Like, I asked the guys, was this one interesting moment about Sudan or special moments about Kabardino-Balkaria? What can you say about Zimbabwe? Or Some cultural moments, maybe think about the cuisine, about the people, what makes Zimbabwe special? Okay, there's a couple things that stand out when you're talking about Zimbabwe. For example, the people. I'm not being biased because I'm Zimbabwean, but Zimbabwean people are like mad chill. Like they're cool people. They're like very open to. For example, if you're a foreigner and you travel to Zimbabwe, everybody's going to be like super nice to you, and they'll probably be nicer to you than they are to other Zimbabweans. Yeah. So to the There's many guests. versions. To the guests, yeah, they're really cool to the guests. То есть очень открыты к гостям, даже больше, чем к себе. Да. И ты думаешь, что если взять все африканские народы, Зимбабве самые чилловые люди, самые спокойные? All African nations, Zimbabweans are the most chill guys. I can't say that, but they are chill. They're relatively chill. Кто, Ой. а кто в Африке считается самые такие, типа, понял, отмороженные такие? Самые прям? агрессивные. Most Да. chill. Мне кажется, Мороженое? чат Агрессивный? какой-нибудь, нет? Ну, типа такие, типа, бля, вот такие там, типа, ну, знаешь, Агвесив. Мне кажется, возьму это ангольцы. Кто? Ангольцы. ангольцы. Nigerians. Algerian? Nigerians. They Nigerians make as the well, да. most noise. Да, да, They Nigerian make the тоже. most noise. У Вот меня, кстати, нигерийцы. дядька работал в Анголе, дядя мой, работал в Анголе, и у меня брат младший, двоюродный, жил в Анголе, и он рассказал историю там, ну, он, ну, вот белый вот такой, и тогда у них была только гражданская война Они- закончилась, Да, они закрытые, мне кажется, ангольцы. Они свои, только свои. да? Да. Но он мне рассказал такую историю, вот брат мой, вот он близкий мой друг, прям и брат заодно. Да. Он в Анголе рассказал историю, что там они жили при посольстве, там вот в этой всей суете. И он говорит, ну, на улицу опасно было выходить, реально, только, типа, вот у них гражданская война только закончилась, типа, все прям такие, знаешь. Такие пижамы. А он, горячий, да, а он очень хотел там что-то мороженое, там что-то хотел. И там, говорит, гварда был, короче, ну, охранник. И Да. он был черный. И он, говорит, попросил его, говорит, пожалуйста, можешь, типа, мне взять мороженое? Дал ему бабок и скажи, тебя попросил Ислам, сын Ибрагима. А там араб был, короче, этот, лавку держал. И тот услышал, типа, Ислам, сын Ибрагима, и ему, короче, на Бесплатно этого- всё Да, забирает. да, напихал ему, типа, давай, типа, и вот это на всю жизнь запомнил он. Вот наше мусульманское братство, наше. Это правда, белорусы сейчас тоже на... Вне зависимости от страны работает. Блин, он из вас Я всех так говорю. ближе всех, он меня клянет. Вы же христиане, да, все? Christian, yeah? Zimbabwe, all people Это- Christian. Nah. But the major religion... It's Christianity. Christianity, да. If I want to go to Zimbabwe, what should I see in your opinion? Что мне посмотреть в Зимбабве? Первая достопримечательность. Definitely Victoria Falls. Victoria Falls is crazy. А, Виктория, водопад Виктория. Да. О, это Зимбабве, да? The Вау. Zimbabwe, Zambia. А, Замбия, And да? then after that you go to Sudan because from there the Nile is going to Sudan.
From Zimbabwe? Yeah. It's starting from Victoria. Ты сейчас going будешь в through любом Sudan. моменте переводить Судан, да? Ну, Типа, знаешь, приезжайте сейчас, туда, потому оказывается, что... она, да, одинаковая. Все связано с Суданом. Это правда так же? Да Нигерия, не. у вас есть такое? Что у нас есть? Река Нил или Виктория? Река Нил? Нет, у нас есть свои фишки. Все, у нас Всё. есть свои. Давайте, наверное, ближе к нашим пирогам. Во-первых, мне интересно, как вы относитесь к стереотипам, которые есть про ваших людей. Я говорю сейчас про Москву, про Россию. То есть, условно говоря, если мы... Нет, все-таки давайте я просто так задам этот вопрос. Как вы относитесь к стереотипам, которые есть про ваших людей? Африканцы, черные, Кавказ. Как вы относитесь к этим стереотипам? Я начну. Кто готов? Я не знаю, я как бы, типа, это не, ну, как бы чуть неприятно, но с другой стороны, я такой, да, и вообще, как бы, окей. Нет, по-разному. Ты типа понимаешь, откуда... Не, я вообще не понимаю, ну, типа, я такой... Просто как данность. Ну, я и сам эти стереотипы использую в своей комедии, поэтому я на этом зарабатываю. Поэтому... Не, ну мы как раз, мы же обшучиваем эти стереотипы. Обшучиваем, да, 100%, да. Ну, я не знаю, помогает это вообще как-то или нет, на самом деле. У меня нету в голове, типа, чтобы борьба со стереотипами вообще... У тебя такого момента нет? Просто мне показалось, смотря твои последние стендапы, твои последние работы, ты будто бы стал более открыто об этом говорить, и будто бы ты стал говорить об этом без стеснения. И я подумал, что, может быть, ты взял... Потому что мне насрать на это. Вот и все. А что, ну типа, это есть же? Это есть, Я да. про это говорю, это меня касается, в каких-то моментах касается. Но у меня нет такого, понял? Типа, здесь все-таки я, как сказать, я никогда не сталкивался с какой-то прям агрессией, прям, понял? Я сталкивался с когда какая-то тетка какая-то взрослая или какой-то мужик взрослый. В лифт там, не зашел, да, там не кто-то зашел, такой. езжайте. Ну и насрать вообще, один с кайфом поеду вообще. А прям какими-то... Типа там, чё ты там? С таким я не сталкивался никогда. Мне кажется, знаешь, что у меня было? Больше всего в моем окружении в моих отношениях девушки переживали. У тебя не было такого? Что типа вот там вы в лифт заходите, какая-нибудь бабка не зашла в лифт, и я такой, ну типа окей, а моя девушка такая, это что такое нахуй, блядь? То, это что чё за люди хуйня?» рядом реагируют что она сильнее, чем реагирует ты. за меня и хочет, типа, мне помочь в этом как-то или что-то в этом. Но у меня такое пару раз бывало, да. Бывало то, что мы там идем У меня был одноклассник близкий, друг. Я помню, что мы шли просто по рынку, там, минут 30-40, и он останавливается и кричит на весь рынок. Вы задолбали пялиться! Вы чё пялитесь? Типа его это прям задело. А я такой, ну, я к этому привык. Поэтому я понимаю, Знаешь, ты что говоришь. подумал сейчас? А вообще в целом стереотипы умирают? Ну, типа, есть стереотип, вот там, не знаю, стереотип вокруг кавказцев, либо Не, они не вокруг умирают, темнокожих. братан. Они будут жить и будут всегда Думаешь, жить. прям всегда? Ну, типа, Абсолютно, нет да. возможности, что кто-то, не знаю, условно, великий комик какой-нибудь придет, разъебет эту тему Да как полностью. это? Да нет, это никогда. Ты что, всё, братан? и Это Эта же тема стереотипы. остается навсегда. Расизм, вот, стереотип, это все остается. 100%. Вот мы же все равно люди как устроены? Мы никогда не будем большим единым обществом. Знаешь, как у этих, у свидетелей, народ. у свидетелей Иеговы, как в книжках, знаешь, когда мы там все и черные, и белые, и азиаты, и львы, и тигры, все вместе вот так. Такого никогда не будет. Ты в это не веришь? Я в это не верю Такого вообще. не будет. Мы всегда будем делиться черные, белые, потом там христиане, мусульмане, азиаты, там не азиаты, женщины и мужчины. Мы всегда будем делиться. О чем мы говорим? Даже если Только вот нас, женщины и вот мужчины. нас, балкарцев, 120 тысяч человек. Прикинь, Да. наш народ 120 тысяч. У меня подписчиков в Инстаграме больше, чем мой народ. И мы типа, да, мы балкарцы, но мы внутри, мы Между тоже собой. делимся. Нету конфликта, но мы делимся. Типа, нет, там, если жениться хочешь, она оттуда девочка, ну, типа, оттуда мальчик, понял? Да. Оттуда, понял? Мы типа, это наше нормальное явление. Но Потом- мне кажется, у маленьких народов это особенно проявляется, потому что они пытаются еще сильнее будто себя сохранить. Да мне кажется, это у всех народов так. А у маленьких народов почему такое происходит? Потому что у маленьких народов общинность, она все равно больше Да. держится. Да. Когда твоя семья, это типа, знаешь, когда вот недавно разгоняли с кем-то, ты что это? С Винокуром, типа, он говорит, Артем Винокур, знаете? Да, Его дедушка и этот... Я говорю, а как тебе Владимир Антонович Винокур, родственник? Он говорит, ну там, он моего дедушки двоюродный брат, и мы с Гурам такие, это же ебать близкий. Это двоюродный брат твоего дедушки, понял? Да. У нас другое, понял? А когда ты
Потому что мы маленький народ, мы вообще не, типа, больше находимся. Когда ты просто так вот, ну, огромный народ такой, ну, там, кто-то, троюродный брат, как-то вообще, бля, ебать. Любопытно, что ты сказал, что ты не ставишь... Но они все равно, я извините, я быстренько, но большой народ все равно, он тоже, как бы, тоже он сохраняет вот этот чужак, там, понял? Вот это есть. И это нормально, абсолютно нормальная история. Наша человек... Я не говорю, что это хорошо. Просто так будет и всегда. Это всегда так будет, по-любому. Не, как будто для этого должен быть какая-то инфраструктура, чтобы это все делалось. Ну, то есть, не знаю, там, условно... Вот чтобы почему... этого не стало? Не, чтобы это стало, наоборот. Например, русский народ, русские в целом, сильно же разобщенные чуваки. Нет такого? Что они в целом, там, каждый сам за себя, моя хата с края, вот эти все поговорки, которые есть в русском языке. И в целом какая-то такой большой идеи или большой какой-то традиции вокруг Ну, для большого народа нужна какая-то идея, наверное, 100%. Да, вот. Да, какая-то идеология нужна, наверное. Там вот как в советское время коммунизм был, все такие, мы советские да, люди. Да, пролетарии, объединяйтесь, это вся 100%. Leroy, how do you respond to the stereotypes? Have you ever encountered stereotypes towards black people living in Moscow? Yeah, all the time. But for me, it kind of like depends on what the stereotype is, because you know. So there are positive stereotypes and negative. I guess we could put it like that. Not necessarily It is like positive. that. Yeah, not necessarily positive, but there's like some stereotypes that I wouldn't care about if someone thought that. And then there's like other stereotypes that are like, damn, that's kind of fucked Приведи up. мне пример. Give me an example. Стереотип, который тебе плевать, и стереотип, который ты такой, ну блин, ну это уже другой разговор. I can give an example, like I'd be walking in the street and someone says, "Oh, Travis Scott." I don't look nothing like Travis Scott. You know what I'm saying? I'd be like, "Yo, what But the?" you're black like Travis Scott. Still though. То есть, когда тебя путают с Трэвис Скоттом, тебе вообще срать? I don't like that. They should А, find тебе это не someone. нравится? They should find someone that kind of looks like me. You know what I'm saying? То есть это пример стереотипа, который тебя не очень классный. А теперь стереотип, который тебе вообще плевать, когда это происходит. Блин, с Трэвисом Скоттом попутать, охуенно. Скажи. Я такой, бля, круто. I don't know. People always like assuming that I'm a rapper. I do rap. But I do rap, so like I can't really complain about that. You know Что what I'm думаешь, что он рэп читает? Brother, it's like... Силовия. Лол. Расул, ты что думаешь, есть ли позитивный и негативный стереотип? Да, 100%. Ну, в плане, я могу про Кавказ сказать. Да. Есть стереотипы, что типа мы там все бандиты, там, понял, все каким-то криминалом занимаемся. Мы же не все занимаемся, какая-то часть людей занимается. Но и то, почему занимается? Потому что тебе как бы не то, что не дают, но типа нет возможности нормально, типа что-то работать, все равно типа как-то какая-то Неразвитый опаска. регион, до конца нет финансирования региона. Ну, и вот это тоже, типа, но я имею в виду, даже, мы же про Москву говорим, вот Да. на работу нормально не можешь устроиться. Вот я могу свою историю рассказать. Я приехал в Москву и, типа, поработал в какой-то там, чуть-чуть там в какой-то фигне, типа, это билеты чартерные ему что-то продавали, вот так, типа. Я такой, я буду нормально работать, типа такой. Потом, типа, в такси попадаю. Но все равно, короче, я вот в такси работаю, когда у тебя что-то происходит в голове, что ты думаешь... Блин, ну, типа, блин, что, ну, как бы, ну, это так, ну, типа, вот так начинаешь. И начинаешь сам себе воображать, что ты бандит, короче, понял? Нифига себе. Да, я реально тебе говорю, я со стволом, типа, вот так ездил, типа, купил ствол, я себе, типа, он мне не нужен был. Я его, Стоп, давай ну, типа, распакуем. Это, типа, это, работа таксиста так влияет? такси такая работа, я имею в виду, тебя вот, типа, не берут на нормальную работу, где ты можешь самореализовываться каким-то образом, понял? Типа, я кто-то. И ты в итоге просто, не в обиду таксистам, да, но я имею в виду, что как таксист, это вот, все, вот это вот какая-то, знаешь, Ты одна... имеешь в виду, обстоятельства сильнее человека. Типа, если ты попадаешь в эти обстоятельства, то все тебя начинает закручивать. Я так, тебе что даже ты- не про это говорю, я про свое внутреннее ощущение говорю, что ты думаешь, типа, как происходит. То есть я не хочу винить, типа, система так устроена, я не про это говорю. Я говорю про то, что так происходит, что тебя не берут на работу, потому что есть стереотипы какие-то. Факт. Ой, с кавказцами связываться не надо, они... Какие-то пацаны же работали до тебя, заморосили, что-то сделали, короче, и теперь ты нормальный тип, не можешь устроиться на работу. И ты попадаешь в такси. Находится. И ты работаешь в такси, а такси это не крутая работа, в общем. Ты молодой пацан, тебе хочется крутым быть. Зачем-то бах, ствол я купил себе, травматический. Ездил, думал, типа, блядь, ну типа я, типа какой-то я этот, на суете какой-то тип, понимаешь? И я-то еще, мне повезло, я умный парень, я там в какой-то момент переориентировался, а сколько пацанов, которые
что-то, куда-то поехали, кого-то типа с коллекторска, там, ну, там деньги выбили с кого-то, кому-то он должен был, они деньги выбили, И а началось. тот такой заяву пишет, уже это вымогательство, и он за вымогательство садится в тюрьму, в тюрьме вот эти движения все блатные начинают, и пацан просто ушел куда-то, просто ушел. Это же, но это не то, что я не говорю, что это целенаправленная политика. Так вышло, что вот так устроен вот этот мир, наше общество так устроено, что есть такие стереотипы, и они вот так могут тебя привести. Приведи пример позитивного. В моем случае привожу тебе позитивный стереотип. Вот, что я вот работаю, такой думаю, блин, займусь-ка я чем-то творческим, стендапом. Выхожу и шучу там про акценты, про какую-то брутальность, про стереотипы, которые есть про нас. Поскольку я в Москве, балкарцев особо не знают, я про всех кавказцев как бы шучу. Ну, то есть, как условно, там, вы бы просто про всех африканцев шутили. Всех черных, да. И я вот шучу про кавказцев, стереотипы какие-то шучу, ну, и это мне приносит там какие-то дивиденды, типа в плане аудитория, смех, это, соответственно, популярность, соответственно, деньги какие-то. Но позитивный стереотип, наверное, есть, если вот так уже, не в моем случае, есть стереотип, что вот вы все такие агрессивные, но есть стереотип такой, что вы все сильные, понял? Или типа, то, что вы все вместе, кавказцы всегда вместе. Что мы вместе, что мы все сильные, что типа я с кавказцами чувствую себя безопасно, там, понял? А это кто так говорил? Есть такие, ну типа, да? Да, но много таких. Слушай, а вот когда ты в Москву приехал, у тебя были какие-то ожидания здесь? По-любому же, когда ты рос в Кабардино-Балкарии, тебе говорили, что вот так вот там в большом городе вот такая вот хуйня, будь осторожнее. Там, ну, я думал, что здесь будут скинхеды везде ходить, вот так я думал, вот они толпами, мне так казалось, что они ходят. А ты в каком году? Я в 11 году, это как раз Шаманешка была тогда. Плюс-минус. Тогда, кстати, да, так было, напряжно нет было, но я в целом как бы не встречал на улице, там, чтобы меня хотели избить, там, такого не было. Ну, ты был готов к этому, если Ну, в целом, да, я такой, типа, ну, если что, блин... Ну, как бы так было, ну, как бы во воздухе витала какая-то, знаешь, типа опасность, но Россия в этом плане, надо отдать должное, одна из вот таких очень особенно Москва, очень безопасное место, очень безопасное. В 2-3 ночи можешь выйти спокойно в любом районе, пойти что-то себе в магазине купить, никто тебя не ограбит, не забьет, ничего не сделает. Ну, типа, в этом плане здесь очень так хорошо устроена система. Респект. Блин, вот, кстати, еще один стереотип, что все кавказцы суперсерьезные чуваки. Что вообще вот, нет, все кавказцы, знаешь, как серьезные? Послушай, вот все кавказцы на первые 2-3 минуты они серьезные. Ты, короче, когда в незнакомую компанию приходишь, кавказцев, вот вы не знаете друг друга, конечно, они хотят показаться, типа, солидные они. Вот и бах, поговорил, туп, пробил, и все уже, типа, и через час вы, вау, так смеетесь, угораете. Но первое впечатление, типа, надо, типа, ну, сразу показать. А у нас, у африканцев, наоборот. Все подходят тебе с ожиданием, что ты давай, отмочи шутку, давай поулыбайся, типа, о, а ты что такой, типа, давай сфоткаемся. Вы вначале веселые, а в конце очень серьезные, да? Типа, не, люди даже не доходят до конца. Люди сразу такие, типа, о, чувак, ну, типа, погнали. Да, черный человек, значит, это шоу какое-то. Да, это типа, типа... Даже среди друг друга? Не, когда человек не африканец подходит к тебе, к африканцу. Ну стереотип какой есть. Ну, мы выросли на этих комедиях, там, «Пятница», вот это все, конечно. Ты видишь чернокожего, такой думаешь, это рэп, это типа шутки, это позитив. И когда ты проходишь угрюмо уставший после работы, люди даже, наверное, не понимают смысл. А ты не думал, что это вот ребята там вот, это же с Америки все? В основном, да. Они все это транслировали, и они реально позитивно изменили, ну, ладно, в Америке, может, там по другой образ чернокожего, но для всего мира, типа, они изменили образ чернокожего. Это всегда веселый, классный парень, блин, позитив. То есть они вот... Это действительно... В Америке то же самое. Это есть такой момент. Я говорю о том, что у этой штуки есть такая маленькая такая ложка дегтя, что люди не относятся к тебе серьезно. Люди, когда встречаются с африканцем, как правило, для них это типа, о, давай что-нибудь. Ну вот видишь, вот да, надо... Это уже докопы какие-то. Это что? Докапываешься тоже. Я тебе говорю, я тебе привожу пример. 100% он прав, я согласен с тобой. Ты можешь идти идти по улице, и если ты, например, подходит чувак и просит с тобой сфоткаться, ты ему говоришь нет, он такой, в смысле? А ты что не улыбаешься? Типа, я не понял. Что такой серьезный? Да, типа, я не понял. То есть все ожидают от тебя вот этого выплеска эмоций. Хотя на самом деле это далеко не совсем. Но это стереотип такой про вас просто, вот и все. Мини-штука. Лерой. Yeah, that's true. Can you give me an example? Ты можешь привести пример того,
как Москва, ну или Россия в целом изменила тебя в каком-то смысле? То есть что ты приобрел от жизни в России как черный человек? Give me a moment that switched in you or changed, a moment that you gained from living in Moscow or in Russia. From living in Moscow. Damn, when I first came here, I used to be like mad shy, bro. О, вот это жизненно. You know what I'm saying? Это жизненно. Очень стеснительным он был. Это то, о чем я говорю. Я continue. Like I was insanely shy and I wasn't very self-expressive, you know what I'm saying? But living here, you kind of always have people staring at you. You have the attention. That's mad tension, bro. You know what I'm saying? So like the first couple years, it's tough. I can't lie. But like now, like I really don't give a shit. Like it is what it is. It's the same thing with me. Yeah. If I was born not in Russia, I would have been a very shy, secluded person. But growing up black in Russia, it's like you just have no other options. You got no other You options. have to be open. Это то, о чем я говорю. Он говорит о том, что он приехал... Он о том, что он приехал, типа, когда в Россию, он был очень замкнутым, скрытным, ни с кем не общался, но живя в России, в Москве, он стал открытым. Потому что люди постоянно тебя закидывают в такие ситуации. И вот у меня в моей жизни то же самое. Если бы я родился черным в Нигерии, я был бы каким-нибудь химиком, биологом или еще что-то. Но так как ты рождаешься, в 3 классе тебя на ЮИТ, потом тебя на сцену, потом тебя на КВН, потом тебя еще что-то, и ты просто становишься таким человеком. Типа будто нет вариантов других, когда ты черный человек в России. Да. Блин, ну вообще, вас не удивляет чувак из UK? Ты все еще... Ну, я не так много людей из Англии видел в жизни вообще в целом. И в России, и вот здесь вот. И вдруг он здесь, из Бристоля. Мухаммед, что в тебе поменялось от жизни в Москве или в России? Все, абсолютно все, да, то же самое. Я понимаю, потому что, как ты говоришь, по-нашему там я бы остался каким-нибудь там инженером, который работает в компании под какой-то крышей. Но здесь все поменялось. Твои вот эти 18 лет, которые тебе отправляют сейчас в универ, и ты будешь или вот ровно ходить в универ, чтобы получить диплом и остаться в какой-то компании, либо посмотреть и попробовать для себя все. Что-то другое. Жить, в общем, да, что-то другое. Просто то, что перед глазами. Вот я приехал, ты знаешь, мы приехали инженеры, геологи и так далее. Ну, в какой-то момент я прошел все, попробовал все в России. Это именно вопрос смены общества или вообще в целом вопрос смены общества, культура. Да. Ну еще плюс то, что если бы ты переехал в Англию, может быть, ты бы в итоге не стал ведущим, шоуменом. Там, например, да, это только в России. У тебя не это было бы плюс такого России. внимания. Я бы сказал, да, это плюс России. А здесь ты приезжаешь, ты вообще косой, кривой. Блин, да. Черный, погнали. Это вот то, что сейчас с Никитой происходит в Инстаграме. Потому что ты сейчас зайдешь, даже в Казахстане я вижу черных типов, которые рекламируют какую-то хрень. Все, черный, погнали. Никита is this guy we're talking about. This guy вот. Потому что когда ты в России... И это только в России, да. Тебя кидают туда. Ты можешь вообще быть замкнутым, скрытым чуваком. Нет, ты черный. Ты Эдди Мерфи, ты рэпер и так далее. Ты можешь сделать здесь страна возможностей для черных. Тоже. 100%. Нет, ты смеешься, это реально... Это факт. Я веду телевизионное... Опять рекламировался. Давай еще. Увидим юг. Нет, я опять рекламировал, потому что я не учился этим. Я не был в какой-нибудь там... музыкальный или актерский. Вообще не разбираешься в этом. Мухаммед черный. Все, Мухаммед черный, он может КВН, может шутить. Он может черный, значит, может петь. И в Рудене футбольная сборная, он черный, значит, все эти стереотипы, которые мне нравятся, я им пользуюсь. Я сейчас, веду телевизионное хуйта, потому что... Видимо, последний я ведущий, да, я телеведущий, я инженер-геолог, блин, то есть как бы я ходил сколько... Я про Россию знаю больше тебя, поезжаете, знаете, вы когда в Африку будете приезжать... И больше тебя точно. Так, вот когда будешь в Африке, извини, что перевел, в Африку приезжайте домой, ну, бывает же домой, приехал родитель, туда-сюда, просто всем говорите, пацаны, вот надо всем туда ехать нам. Это правда. Надо ехать. Это правда. Такой Англия
или Америка. Вот Это Россия, детство, страна какая Россия возможностей, нахуй? реально. Это да, надо сделать такой туризм сюда. Вообще И я готов. очень жалею стереотипы, которые мы знали про Россию до этого. То есть я То, что ты пришел с таким предубеждением. Да, предупреждение, что тут очень сложно, хуево, плохо, жестко, водка, медведи, проститутки. Типа такие вещи. Да. Водка, медведи, Honestly. проститутки. Видишь, какой набор? Вот. Ну, здесь все поменялось. Здесь я, вот, как тебе говорю, остался бы в Судане или в Саудовской Аравии. Я жил в Саудовской Аравии, я бы остался простым там... Regular person. Yeah, exactly. Yeah, true. Yeah. Exactly. Бля, Сам знаешь, на что каком языке? подумал? Сейчас, извини, пожалуйста. Ничего. Что, а вообще, как вы считаете, лучше, когда вот страна объединяет в себе разных людей в плане, ну, типа Кавказ, что в России есть и вот свои черные, типа Кавказа, есть и свои азиаты, нежели лучше, когда у тебя маленькая страна, как Франция, где вот чисто есть твой народ Монокультурная. и монокультурный, Моноэтническая. но при этом она все равно многонациональная и много-много-много всего. Не, но... мне нравится, когда много культур разных, и все друг с другом 100%. общаются, взаимодействуют. Но как как-то. будто Россия-то не идет на пользу. Ну, типа, мало кто знает, что там в Бурятии, Якутии и Потому тому что, подобное. Мало кто сейчас я знает, скажу что в крамольную Кавказе. вещь, Россия пока что не многокультурная страна. Россия — это страна, которая позиционирует себя как это. Вот я просто, ладно. Был чемпионат мира, помните, в 2018 году? Помните, вся реклама была под хохлому. В Казани, в Москве, плевать, все было под хохлому. Ну да, И когда что-то позиционирует... Вот Манижа была, например, на Евровидении. В чем она делалась? Она делалась в русский наряд. Россия хочет позиционировать себя как многокультурная страна, но пока что у нас есть история русской культуры, которая давлеет над всем. И пока что мы не видим проявления. Есть люди, вот я узнал то, что на Рынкале, там 5000 лет, только на 2-м курсе. А это же капец как, я угорал. В Дагестане похоронены, в России похоронены, получается, на части России сподвижники пророка, похоронены асхабы. Я этого не знал, типа. Ты знаешь, в Дагестане могилы есть сподвижников пророка. В Дагестане. Нет, я не знал. Я говорю, что я узнал, что на Рынкале там 5 или 2000 Это лет. же древний город, это когда халифат был, Это он в краешек его там был. Дербенте? Дербент, Я да. там был вот буквально недавно. Там есть могилы, да, там, то есть это Россия, она вообще, это столько здесь всего. Я вот... Но мы этого не знаем, об этом не А я говорят тебе нам. объясню, почему мы не знаем это. Потому что, вот мы сейчас с Максом об этом говорили, что в России как будто параллельно несколько Россий существует, понял? Есть Россия, вот это обычная Россия, есть Россия, там, кавказская, мусульманская, черная, там, так скажем, и там... Есть, Многонациональная Россия. Есть, условно, как в Краснодарском крае, это Россия, знаешь, так, ну, короче, она разная, и мы все как будто на разных языках разговариваем. Есть очень продвинутая Россия в Москве, понял, Да. какая-нибудь. И мы все друг на друга смотрим, как будто, там, то есть продвинутые такие, колхозник такие, это Москва, блядь, вот так. Ну, просто, понимаешь? ребята, Россия — это очень, очень большая страна. Ну вот, да, поэтому... Это поэтому одна из 100%. вещей, которую я смотрю... Тебе нужно... Да, извини, еще раз. Тебе нужно такую комбинацию всех вот этих идеологий, культур создать, чтобы всех объединить. Что Не как будто получается. Это просто Я нереально. говорю, не получается. Давайте чуть ближе к юмору. Раз мы говорим про стереотипы, давайте закинем такую штуку про черный юмор. На ваш взгляд, где граница между черным юмором и натуральным, уже попутал границы, оскорблением и так далее и тому подобное? Смотря с кем, смотря кто, тоже от контекста зависит. Если мы просто в какой-то компании близких там друзей, мы вообще там можем жестить невероятно. Вот этот момент знакомства, он важный, да? Контекст. То есть контекст, если смотри, условно мы берем, вот компания, вот мы все близкие друзья, у нас есть один контекст, мы можем шутить там как-то определенно, знаешь. Есть контекст другой. Если мы берем, масштабируем, там, если в стране, там, к примеру, что-то не принято говорить, какие-то вещи считаются, типа, знаешь, ты здесь борщинул, ты здесь. Это тоже от культурного контекста, от всего зависит, от просто... Там, Да. условно, в Штатах, на тему, к примеру, в Штатах можно... Там контекст такой, что такие, мы говорим все, что угодно, ну, типа вот ЛГБТ истории, расовые там какие-то оскорбления, это надо аккуратнее, тебя вообще могут, не дай бог ты что-то там скажешь, там не то, все, тебя отменили, ты миллионы долларов просто, упустил.
как Луи Си Кей, там, да, у нас в России Дюба по-братски. Чё, 2 раза уже, понял, как Луи Си Кей заморосил. И все такие, правильно, чё, мужик, контекст, все от контекста зависит. Вот ты оскорблялся на черную шутку? На шутку про черного? От белого, от кого угодно? Вот это то, о чем, как мне кажется, подводил Расул. Я здесь, братья, я с вами. Когда, условно говоря, все, что говорит мне человек, которого я знаю, вообще срать. Он может не говорить то, что вот вы черный, грязный, там, бла-бла. Я его знаю. Он находится в моем общении, он находится в моем кругу. А когда ко мне залетает рандомный чувак, типа, о, а читани-ка рэп. Ты такой, типа, братан, ты кто? Я тебя не знаю. Ну, Это да. лично мое такое отношение. То есть, когда человек в твоем окружении, будто бы эти темы про аккуратность, осторожность, они отпадают. Они относятся только к тому моменту, когда человек незнакомый к тебе подходит. Я так на это смотрю. Мне кажется, это вот особенно с русского человека, в том числе, что, ну, они слишком открытые, русские, что вот так вот подойти, типа, йоу, чел, офигеть, ты чё такой загорелый? Ну, как будто здесь нет намерения оскорбить, как-то обидеть, либо задеть. Ну, здесь это невежество просто. просто. Это не только русских невежество. касается, это вообще многих людей там касается. Ну, не знаю, в типа. Европе как будто такого вообще нет. Потому Да, что в тоже Европе, зависит от смотри, твоей в Европе реакции. дофига там условно чернокожих типов, они не вызывают удивления. В России, если ты увидел чернокожего, это у тебя, вау, что сегодня было? Вот так вот, Событие. Вы не понимаете, я сегодня домой приду. Это правда. 6 штук видел. Это событие. Я вас уже пофоткал всех. Это событие, понял? Это реально событие. Макс, ты как к этому относишься? Вот этой чёрному? грани черного юмора и... Да, все то же самое в плане, зависит от контекста. Я просто думал, ты говоришь про черный юмор, именно про, знаешь, там, оскорбления, шутки. Про чернокожих ты имеешь в виду? Не-не-не, именно там шутки про инвалидов, ЛГБТ, вот это вот. Не, ну это... А так, в целом, если ко мне чувак подойдет, я вот как раз дам скидку на то, что просто чувак, невежественный, б, ну вот, он впервые видится, он впервые Давайте ребром совершает поставлю вопрос. Вам троим и тебе, Расул. Кто может называть вас нига? Не, нига. Who can call you a nigga? Who can call you a nigga? Кто может вас назвать, чтобы вы нормально восприняли? For Yo. me personally, if you a nigga, you can call me a nigga. Exactly. That's strictly. That's the street. Okay, Only that, yeah? Nah, that's it. For me? Нет, не for me. He give it straight. Yeah, he was You're like, nigga, no, you call me I nigga. don't fuck with that shit. Nigga. Only black people call Only me black nigga. people. А у тебя что? У меня only nigga can call me nigga, и мои близкие, которые реально они иногда подходят, они считают, что это для них как будто я ему дал трон. Можно я, пожалуйста, буду сказать nigga? Как правильно сказать? А есть который, ой, негр. Вот это хочется отпиздить сразу в этот же момент. А есть люди, которые... Вот сейчас Расул сидит, ребята, вы такие классные, можно я буду вас звать нега? Не, я никогда вас так не буду называть. Вот он так не Потому скажет. что вам это обидно, зачем мне это говорить? Вот видишь? Значит, этот человек понимает, что это значит и так далее. Он попросил вежливо. Чувак, с удовольствием. Тебе можно. You are, brother. Ты То уже есть мой это негр. черный и твои близкие друзья? Мои близкие друзья, которые понимают, что, как это правильно сказать, в каком контексте и так далее. Я это сказал на первом, Я к не этому понимаю, отношусь- как вот я живу в отношусь России, как... по-разному. Вот я вот в России, вот я такой, как мне... Знаешь, типа, вот когда чернокожие там в Америке, да, они вот это все время, они говорят, это как бы, типа, как у нас, типа, знаешь, типа, Йоу, эй, там. брат, Да. Азада, брат, Да, понял, да, типа. да. А как это, будучи, типа, если ты не в тусовке, я понимаю, если ты белый, который там и с ними постоянно тусуется, ты как бы тоже, вот так разговариваешь. Ну, это типа, это не логика. Я имею в виду, ну, типа, я тупо не могу выразить, что я хочу сказать. Как это вот так Откуда, стоит, такой, да? привет, и можно я буду говорить? Ты говоришь, да, можно. И такой, ну, здравствуй. И вот это А, слово, я да, как это ж странно. Потому что даже в моем случае, до того, как я попал в Руден и познакомился с пацанами из Африки, с Ямайки и так далее и тому подобное, вот особенно с Ямайки. Вот Нет, типы с нет, Ямайки мы для реально них, уговорили Сэма сказать слово «нега». потому что для меня это вообще Это было правда. странно. Я типа, это чё? правда. Мы в втором Типа, или третьем курсе уговариваем Сэма сказать слово «нега». Потому что Я это не ямаец. было в моем обиходе. Типа, я Это- такой, откуда вдруг? Я понимаю, о чем ты говоришь, когда типы, которые выросли там на Кутузе, такие вдруг через каждое слово нига, я такой, типа, чувак, What the
fuck? А с чего вдруг, типа? Откуда? Это же это не контекст нашего языка, я имею в виду. Вообще, Ты это даже не понимаешь? Ну, типа, контекст я имею в виду в африканцев. России. Это Это вообще контекст американского вот американцы, сленга, так ямайцы, скажем. вот это да. А вот африканцы... То есть я понимаю, я же живу в Америке, тусуюсь там с черными, и типа в какой-то момент просто она вырывается не потому, что я так, ну типа, и вы такие, ты наш, типа, окей, можешь так говорить, Да, окей. это А если только я здесь живу, и я такой с пацанами с Африки, и я такой типа, ребят, можно вас так называть? Ну, странная херня как будто. Согласен, Нужно согласен. официальное письмо отправить ему. Давай я к Часто тебе официально. закину. Давай. Кто может называть тебя Хач или Чурка? Ни один человек в мире. Ни один. Ни один человек в мире. Потому что Мне кажется, это абсолютно это разные. разные слова, братан. это- я даже это вообще я не ненавижу, нигер. Это когда вообще не я нигер. ненавижу, когда кавказские комики, ну типа там, наши там, пацаны комики говорят, что ты хач там хач. Я сам так же грешил. Да. Но я говорил только, но типа у меня в начале, когда я только начинал заниматься, я думал, я не буду это говорить, а потом это быстрый дешевый смех вызывает легкий. Я там бывал у меня пару раз там, когда знаешь, добивку не можешь принять, вот этот хач говоришь типа. Я. Но в целом, я считаю, что надо не говорить это. Надо говорить просто, либо если ты условно, если вы там комик-армянин, говорите там условно, просто у нас у армян, понял? Если вы с Дагестана говорите, у нас у дагестанцев. Если там, ну я вот балкарец, не знают балкарцы, я же говорю, слова такого не знает Да, Россия. да. И я поэтому говорю кавказцы. Понял? Просто у нас так принято, у кавказцев, да я даже черный стараюсь не говорить, потому что объективно я не черный, понимаешь? От того, что у меня борода черного цвета, это я не черного, это не в обиду вам, типа. Я не Да говорю, вообще, на самом у деле, меня, знаешь, что знаешь, была самое... суета Я какая? хотел спросить, почему вас называют черным? Знаешь, что самое удивительное? В европейской научной терминологии Caucasian это значит... Caucasian это значит- race — это самый белый. самый что считается. белый. Это начало Европы. То есть Я вообще среди кавказская вас раса. я вообще самый белый человек. По факту, в да. остальных. Среди вас. Послушай, факту, я знаешь, да. что я хотел сказать? Yeah. Вот я вот эта белость, я ее где я ее ощутил? Так. Ощутил. Вот это, скажем, белую привилегию, так скажем. Так. Буду откровенен с вами. Я поехал на Мальдивы. Мальдивы, знаете, да? Там Да. люди живут, они как, у них такая раса интересная, они азиаты. Но они, по и сути, они- африканцы. Они, Темнокожие короче, азиаты, да. Они мусульмане, азиаты, у них как бы кожа как вот у тебя прям, но они чуть-чуть, глаза у них уже. Ну, короче, какая-то вот интересная они. Низкие, да. У них есть прям очень, как арабы, прям один в один, прям очень на арабов похожи. А есть вот какие-то чуть другие, ну, неважно. И они, поскольку это Мальдивы, я чуть историю почитал, это вот эта колониальная суета там вся. Ну, то есть туда, ну, короче, их там нет-нет крепили, короче, понимаешь? Да. И у них осталось вот это все равно перед как бы белым человеком чуть-чуть типа, Восхищение. Трепет немного такой, да. вот это. Я, прикинь, просто по острову иду, а я, ну, вот просто иду по острову. Я вот иду, я Расул, я иду по острову. У меня, я просто, ну, у меня нету в голове, что я типа I'm white man. Такого нету у меня. Я просто иду по улице, я просто иду. И проезжает типок на велике, слезает с велика и такой have a good day, mister. Вот так, нифига, понял? Нифига. Я в этот момент такой... Нормально, да? Захотелось так же жить. Я говорю, когда не have a good day, бля, понял? Прикинь? Ты понял? Я вот эту хуйню ощутил, потому что там были туристы с Англии, какие-то, ну, немцы, короче, и они вот там были, и они такие, окей, ну, типа, а мне так, типа, как-то странно стало. И русский человек, вообще, серые, вот белые, кто в России живут, Да. мы просто, да, кожей, типа, белые, но вот у нас нету внутри вот этого белый, понял? Его нету. Как Других. мне нравится, сколько тяжелых тем мы раскрываем. Чисто 1,5 часа. Самый бомбезный. Братва, я говорю, тяжелые вообще, для темы меня в любая тяжелая тема легкая, братан. Не, вот Слушай, этим круто, и- вот этим и круто вот- Советский Союз, что там и есть вот, эта вот это идеология. ощущение осталось все равно. Вот я увидел вот туристах вот этих, которые приезжают, они такие, ну, типа, у них, знаешь, есть такое, блин, что это тут как-то вот это, знаешь, вот это есть сопереживание какое-то. И поэтому, когда я говорю, что я так-то белый, но я не, ну, типа, Нет вот нету этого- ощущения, типа я белый. Мне вообще такого нет. Плюс у меня еще очень сильно, я же мусульманин, все равно, как ни крути, я вырос в мусульманской семье. А в Да. исламе нету вообще расизма. То есть это первое вообще, где отменили первое общество, которое такое, нет, пророк Мухаммад сказал, что нет разницы между черным и белым. Ни один из вас черный не круче белого, и белый не круче черного. Понял? Вот так он сказал. Это было впервые в жизни. Это такой, вау, это был переворот, вау, вы что? Ну, типа, Не понимаешь? знал об этом.
Не знал об этом. А вот такие вещи надо, понимаешь, это надо изучать все. Поэтому у меня еще исламская идентичность моя, которая присутствует, несмотря на то, что я россиянин по-любому, я с Кавказа по-любому, идентичность. У меня еще исламская идентичность есть, я все равно себя чувствую частью большой уммы исламской. А исламская умма, она намного больше, чем раса, понял? Она намного больше, чем нация. Это что-то нечто, это другой Чисто уровень. сейчас Расул начал агитировать. Да я тебе говорю, спасение вообще мира. Принимайте, это правда. 100% спасение. Давай так, ладно, я не знаю, вырежете, не вырежете, я не знаю сейчас. Ну, короче, Нет, ничего такого не Не, мы говорю. все, Мухаммед Я тебе говорю, одно из спасений, наверное, многих обществ — это ислам, действительно. Я не про радикальный говорю ислам, который там, знаешь, у него тоже там свои есть какие-то причины, но он есть, и он, это нехорошо. Я говорю про обычный нормальный ислам, где типа он про добро легкий, простой. Да. Все понятно, все Он просто. знает. Ислам лайт. Есть такой? Лайт ислам. Там нет лайт-версии. Я к тому, что типа, поэтому у меня нет такого, и нету ощущения этого на Кавказе. Понятно, 100%, я тоже лукавить не буду. Если я чернокожую женщину приведу домой, мне, конечно, спасибо, скажут. что ты это сказал. Мне, конечно, скажут, Конечно. блин, ну типа... Не это своя. не только, если я даже приведу, там, я на своей нации женился, но если я приведу На Даже Кавказе, русскую если девушку привезет ты приведешь? другую нацию, я Да. даже не говорю про русскую, я говорю просто другой нации девушку. Болгары. Вот даже Вот я там нет. балкарец, да? Да. Если я же там приведу, женюсь на кабардинке, никто не будет осуждать, такие типа... Зачем? Блин, можно же было на своей жениться. Так Да. же и у кабардинцев, так же у всех наций, да. понимаешь? Тут вопрос уже... Тут даже не в том, что типа... Зачем ты чернокожую привел? Наши дети чернокожие будут. Дело не в этом, а в другом. Дело в том, что хочется Принципы. маленький, как ты говорил, маленький народ, и хочется типа, нет, мы должны быть мыми, короче, а они аними. Вот так, прикинь, всю эту историю вот так закончил. Мы должны быть мими, а они аними. Короче, вопрос такой тяжелый на самом деле, и тут надо какой-то баланс находить. Люди, понятно, в мире не будут жить, но надо стараться проявлять уважение друг к другу, как минимум, знаешь. Давайте с другой стороны да, у меня закинем. вот такое... Куда-то я улетел вообще. Это называется Не, вообще это нормально. ксенофобия. Ксенофобия, как вы считаете, нормальная штука? Типа ты не принимаешь другую про культуру. национализм или про ксенофобию? Про А ксенофобию. вот в чем разница? Я не знаю, ксенофобия, что значит это? Ну, это типа культура, ты не принимаешь другую культуру. Не принимаю. Да, не принимаешь. Что вот у тебя есть твоя, и ты не хочешь, чтобы эта культура, какая-то чужая и народная, интегрировалась в твою культуру. Вот, типа тебе это не хочется. Вообще любая или какая-то конкретная? Нет, чужая вообще в целом. Любая чужая культура. Но в России ксенофобия имеет какой-то странный характер, какой-то непонятный. Что я Еще имею одна в виду? сложная тема, погнали. Что я имею в виду? Я, короче, как-то шел домой, и у меня, я даже это разгонял где-то в бите, что шел домой, и там была надпись на асфальте. Знаешь, как пишут просто мелками? «Мансур плюс Оля равно любовь». Я вот типа насчет этого начал загорять. Во-первых, потому что я зацепился за это, хотя не должен был быть. Я сам Мансур, по сути, отчасти. Ты сам ксенофоб. Я сам ксенофоб. И я подумал, что, многих же русских зацепило бы это, да, тоже, что Мансур, Оля, как будто что-то здесь не так, что-то здесь должно быть там Алексей плюс Оля Любовь или что-то такое. Но при этом, если бы там было написано типа Жан-Пьер плюс Оля Любовь, то ты такой, повезло девочке, девочка крутая. Что как будто Да, мы это вот хорошая что-то... тема. Это Мы считаем интересно. какие-то нации лучше, хуже. Это опять-таки, я думаю, связано с Советским Союзом, потому что у нас вот ничего не было, и мы все время, когда нам казалось, что там, вот там жизнь, понял? Вот вышла за арабского шейха замуж, понял? А в итоге просто в Египет, в деревне живет, понял, в Египте. По факту он араб, да, типа, понял? Я думаю, это из-за того, что мы были в железном вот этом занавесе, практически ничего, как говорится, не видели, и нам вот все то, всем жителям Советского Союза, или я не жил, я все равно ребенок, людей, кто там жил. И мне кажется, им казалось, что все, что за границей, все лучше. Еда лучше, одежда лучше, все импортное, понял? Это экономическая, может, вот это и политическая, экономическая составляющая, может, есть была. просто какое-то восприятие То есть, возможно, сложилось, если бы не было бы вот этого занавеса, и мы такие, типа, да, у нас коммунизм, но мы можем поехать туда, не только в Югославию, а и во Францию поехал, и не только в ГДР. Что-то посмотрел, увидел. Может, у нас так не было бы такого восприятия. То есть, это вопрос такой, на который мы не сможем сейчас, типа, это из-за этого, и вот, вот так мы взяли, четко на него ответили. Очень много причин, факторов, которые вот такая вот, есть такое проявление есть, да, когда Мансур Оля, типа, ты, блин, опять Но не еще мои». нельзя исключать того момента, что Жан-Пьер — это христианин, Мансур — это ислам. Ну хорошо, Самвел и Оля.
Тоже может... Для большинства людей Самвел и Мансур, типа... Ну, Джонатан. Это очень разные. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, о чем ты. Да, есть вот эта исламофобская история, тоже она 100%, есть, 100%, и она опять-таки была из-за того, что в Советском Союзе... Даже не тоже Советский Союз, в целом просто Россия как... Или русский человек, который когда Советский Союз опять-таки разрушился, первый конфликт такой был внутри России, он был на вот этой риторике, понял? Типа, Кавказский конфликт, он был на этой риторике. Поэтому по телеку это транслировали, были всякие теракты, было все, что такие вещи, типа, я не говорю сейчас, типа, никого, я ни в коем случае не хочу оправдать, да, это все. Я просто говорю, что было. Это было. И это вызвало реакцию. По телеку это тоже бах показывали, это вызывает реакцию, это вот это, я не знаю, если помните, по новостям все время было там чеченский след, ну типа все время, понял? Соответственно, это, ну, короче, это так вышло, что так произошло в стране. Это не наша и вина, и никого это, ну, типа, никто не виноват. Как вину, я говорю в целом, так произошло. Даже не только в России, в любой стране, в которой есть главенствующая религия, так или иначе, противоположная религия, к ней относится небольшим таким, типа, ну, это немного не то. Условно говоря, если ты мусульманин... Ну, а в Нигерии же тоже там между христианами и мусульманами, да, какая-то непонятная. Ну, видишь, в любой африканской стране все равно нужно учитывать момент, что это африканская страна, и там сверху накладывается африканский быт. То есть, условно говоря, если я с юга Нигерии, я христианин, я хочу жениться на девочке с севера Нигерии, она мусульманка, этот вопрос будет стоять ниже, чем то, что я хауса, а она из другого племени. Вот вопрос племени будет стоять выше, чем вопрос религии. То есть в любой африканской стране нужно держать в уме, что это еще там свои фишки и свои приколы есть. 100%. Поэтому нет таких разговоров. Слушай, знаешь, что я сейчас подумал? Вот ты когда... Вот как возвращаясь к вопросу про сообщество и там восприятие кавказцев в России, условно, тебя не задевает, или там ты не замечаешь это, или как ты вообще в целом к этому относишься, что вот есть образ кавказца у русского человека, да? То, что выстраивается в целом в медиа, тоже это выстраивается. Образ кавказца. Да, что вот это, если в сериале «Кавказец», то это кавказец в кожаной куртке, лысый, с бородой, и вот какой-то такой вот. Класс вообще, я очень люблю. Мне вообще не смущает. Просто Я тебе объясню. Это вот смотри, я очень люблю кожаные куртки. Реально тебе говорю, я люблю их. Мне нравится это. Это классно. Просто прикол в чем? Когда ты покупаешь кожаную куртку просто на рынке, даже не кожаную, а какую-то замшевую, или покупаешь какую-то, я не знаю. Короче, у меня вот был момент, вот прикинь, я в Дубае. Захожу в магазин Амири. Да, типа вау, Амири. Захожу, и первое, что я вижу, это просто не кожаная куртка, а знаешь, какая куртка? Типа каракулевая, понял? Она как бомбер, но каракулевая. И у нее, короче, с рельефом. У нее рельефная, да. У нее вот здесь, короче, вот такая кожаная вставка, которая типа замочек закрывает. Золото. Нет, серебряная. Здесь, короче, какие-то вот такие. Это вот обычная куртка, которую я в Нальчике на рынке мог бы купить, понял? Да. Но сзади у нее Амири, понял? Я ее надеваю, то есть белым, вот каракуль, ну типа они отбелили его, знаешь. Да. Я ее надеваю, и я такой, вот так я в ней себя чувствую, понял? И я подумаю, а зачем мне, типа, делать вид, типа, я типа ношу, это Кавказ. Я кавказец, но я только я не буду это носить. Специально не буду. Зачем? Наоборот, я лучше возьму... Растянет, душа лежит. Я лучше возьму эту куртку. Я не взял, она дорого стоила, 7 штук баксов она стоила. Думаю, ладно, не буду брать. Нормально. Но у меня только 7 штук баксов было. Я был готов, я был на грани, чтобы ее взять, меня отговорили. Я реально думаю, ладно, 2-3 дня в Дубае просто без денег поторчу, типа, но у меня зато куртка будет. Я хотел ее взять. Но я к чему тебе говорю? К тому, что все равно кавказцы создали из поп-культурных вещей кожаная куртка — это не кавказская национальная одежда, понял? А нет? Серьезно? Блин, чувак. Блин, а я думал. Чел. Ну, это типа мы собрали же этот лук, так скажем. Да. Ну и просто прикол в том, что какие это вещи, какие формы этих вещей. Вот в чем прикол. Я хочу Лерою закинуть такую тему. Я сейчас, последняя, запомню мысль свою. Что вообще в целом просто многие афроамериканские артисты, какие-то там, условно, типа Джордан Пил. Вот короче, Джордан Пил есть такой режиссер. «Прочь», и там еще фильмы «Nope». Он говорил, что в первую очередь я хочу, чтобы вообще в целом позиционирование черного человека, что в первую очередь хочу сделать так, чтобы когда я с кем-то знакомился или когда я с кем-то коммуницировал, что во мне в первую очередь видели человека, нежели черного.
Вот, и типа у тебя такого нет? Что у меня такого нет, потому что тебя все равно первое, что видят, вот когда видят условно тебя, Макс, да, или там, ну, или меня, тебя, давай тебя. Первое, что видят, что ты чернокожий. Это первое, что видят. Это то, за что я благодарен своему отцу до конца дней. Он нам всегда это говорил. Он нам говорил: ребята, срать, что вы родились в России. Вы в какую комнату не зайдете, вас будут видеть черным. И он с самого детства это нам говорил, и я просто с возрастом понимаю, насколько это облегчило мои, типа, травмы. Я уже не удивляюсь, когда мне кто-то поворачивается с жопой, потому что я знал, что с самого начала он видел мне черный человек. Вообще, посрать, что ты там, у тебя за культура, какой у тебя язык. Когда ты черный, нет, вот черный. Вот он говорит про то, что говорит: я хочу, чтобы меня видели не черный, а что я человек. Невозможно. Но это невозможно. Это не... Особенно, когда ты черный. Даже если ты мулат. Когда ты черный в комнату входишь, это все. Sorry. Ну и вот, и это нормальная история с точки зрения, что типа тебя сразу воспринимают таким. Вот сразу. Тут читали стереотипы. Там про черных свои стереотипы, про кавказцев свои стереотипы. И ты уже, зная вот этот контекст стереотипов, которые есть, можешь им жонглировать, играть. Условно, вот Сэм заходит в комнату, вот я никогда его не знаю. И первое, что я думаю, что он будет плохо говорить на русском. Мой стереотип, понял? Сразу. Да. И он такой: йоу, здравствуйте, я Сэм. Вечер добрый, дамы и господа. Да, смотри, я уже такой: вау, понял? В чем здесь есть проблема? Здесь есть проблема, что вот когда тебя воспринимают чисто по твоей идентичности, то у тебя как будто рамки твоих возможностей. Ты как черный, либо ты как кавказец, либо ты как черный, ты не можешь что-то больше сделать. Ну, когда ты знаешь... Хорошо. Не то, что не можешь, смотри, сложнее. Я тебе скажу, хорошо. Вот обычно русский человек приезжает, условно, в Англию. Он же сразу палится, что он русский. Он такой: hello, everybody, I congratulate everybody. Ты даже по одежде, как бы он не... Он уже разговаривает. И англичанин, который там живет, он уже воспринимает его по-другому. Oh, Russian guy is danger, типа, is my Russian mafia, понял? Уже стереотипы на него поехали. А он, ну, это нормально, это мы все так живем, мы все живем стереотипами. Человек, я не знаю, что должно произойти, мы так должны все духовно подняться на какой-то другой уровень, чтобы, ну, это как будто, ну, невозможная история, понимаешь? Сразу. И круто, когда ты знаешь. И ты, зная, вот как на тебя реагируют, ты работаешь с этим. Ты можешь с этим, ну, работать. Не, понятно, да, что ты можешь это подстраивать и использовать свою... Абсолютно. И при этом либо ты можешь закрыться и сказать: блин, меня все так не любят, блин. Так тоже можешь сделать, пожалуйста. What do you feel about the way Russians react to you as a black person, you as an African person? Should we говорить честно, or should we говорить short? That's a tricky one. It depends which people. Like who? I mean, like the general public, the general population stereotype. Like we're talking about stereotypes. He's talking about stereotypes about Caucasian people. We're talking about stereotypes about black people. I guess they're cool. I feel like there's some things that they do that are not cool, but I understand it comes from a place of just not knowing, not like from a place of hate. You know what I'm saying? Oh, so you feel that as well? Yeah. То, что это типа они просто не знают, а не то, что они не любят. Do you have your best impression about Russia? Best? Like when you leave Russia, how would you remember Russia? By what moment? By what memory? I feel like for me personally, because I'm a creative, it's like really, really cool because the fact that I'm black and I make music here, I get more opportunities than other guys who make music here as well, but they're not black. You know what I'm saying? Yeah, it's like black privilege in a way. So you felt black privilege being in Russia, not being anywhere else? Yeah, I feel like if I was in a different country trying to do the same things that I want to do now, I wouldn't have been able to get the same opportunities. Is that because мы все понимаем, что вот это внимание, это то, что, условно говоря, нас разгоняет. That's what gives us what we have. But is that a good thing or is it a bad thing, in your opinion? That just because you're black, you're getting all this free stuff. Is that a good thing or a bad thing? Not because you're talented, not because you're interested. No, you're just black, so yo. I do feel like there should be some talent in the equation. Not just like no talent and then you just get everything on a platter or some shit. You know will you miss this attention? This extra attention you've been getting here? Probably, I don't know. Ты будешь скучать? Ну, допустим. I'm not Допустим. Вот если бы ты уехал из России,
переехал в Саудовскую Аравию, ты бы Конечно. скучал по этому вниманию? Я бы попытался создать себе вот такую же атмосферу там, хотя это там будет сложно уже. Ну, как скучать, да, буду скучать. Что ты рассказываешь своим там братьям, сестрам? У тебя же брат учился, да, двоюродный? Приехал в Москву учиться в РУДН. У меня же дядя тут живет. Да, дядя у тебя тоже живет, да, я И помню. брат, который учился, и до сих пор учится. Он все еще на самом учится? деле, да. Что ты рассказываешь своей семье или своим друзьям? когда тебя Езжайте спрашивают? туда. Нет, что ты езжайте. рассказываешь о России, когда тебя спрашивают, йоу, Мухаммед, я думаю, там, типа, Канада или Россия, типа, что ты рассказываешь о России? В смысле, я расскажу, что тут красиво, что тут классно, что тут не то, что там нету расизма и так далее, потому что это будет вранье, оно будет везде. Но я скажу, что мне тут понравилось, расскажу про мои experience. Я не могу заставить человека идти туда, но если как совет, я скажу, да. Тут классно, тут есть возможность, тут особенно, как сказал, возможности, которые ему сдались как черные. Если бы без таланта, как ты сказал, не добрался бы даже до этого, ну, такое как, ну, легко, легче. When you leave Russia, what would you tell people about Russia? Like, how did you remember Russia? How do I Is there remember this it? one little moment that you try to carry and tell people about this country? Something that makes Russia special. Damn. I So kind of it's like. I kind of like how people here, when they work, and like when they turn up, they really turn up. Так, давай, once again, what do you mean? Like people here, they don't half-ass jobs. You know what I'm saying? Like for example, if you go to a shoot, they put everything into that shoot, and then like when they're having fun, they like really have fun and shit. Он говорит, что Разделяет люди всё. в России, типа, они никогда не делают на полставки. Типа, если они угорают прям по-жесткому. И если они работают, они угорают прям по-жесткому. И то есть это то, о чем он будет рассказывать в других странах. Not bad. Not bad. Not bad. Я, знаете, что подумал? Мысль такая. Какая? Завершающая мысль? Да, у меня еще шутка есть одна. Давай. Вообще... У меня еще одна история есть тогда. Да? Да. Что в целом быть... Вот мы сегодня обсуждали много про то, что значит быть черным человеком, что значит быть кавказцем и так далее, что есть плюсы и минусы и какой-то вайп у этого всего. Но я сейчас подумал, мы сейчас обсуждали, что вообще в целом, если к этому можно относиться как к бренду. То есть быть черный человек — это бренд. И за этим брендом стоит куча всего. И будь ты в России, будь ты в Америке, будь где-то угодно, это твой бренд. Ты идешь с этим. Черный человек — это 100%. как Луи Виттон. Есть за тобой ряд атрибутов, которые тебе будут присущи. И вот просто надо к этому относиться, что, бля, это бренд. Я черный человек. Это бренд. Ну или кавказец. Кто угодно. Да. Просто ходишь и... Ну вот сейчас сейчас мне так прикольно, что вот к чему я говорил, потому что надо вот с самим собой быть, да, типа не стараться там, типа я другой, там, вот по-братски, пацаны с Дагестана, просто вот как были пацанами из Дагестана, так же в Лос-Анджелесе пацаны из Дагестана. Понимаешь, о чем я? Да. То есть пока здесь типы, мне так смешно это было, пока здесь типы такие в Москве такие, блин, был в Л.А., блин, Л.А. Просто и в Л.А. живут там типа, ну реально как бичары, по факту, объективно. И Хабов до конца был Хабой, от начала до конца он был Хабой, и вся их толпа вот так же двигается. Но на уровне двигаются в Л.А., где угодно, понимаешь? Да. Поэтому бренд 100%. Надо никогда никогда нельзя, типа, стесняться себя, понял? Типа, ну вот у меня да, бывает, знаешь, особенно когда что-то, типа, я, знаешь, когда такой, здравствуйте, добрый вечер, с консьержкой вот так разговариваешь, чересчур хорошо по-русски. И вам не хворать, Лия Степановна. Надо ей уважение проявлять, но в то же время нельзя борщить в эту сторону, что типа, ну я вот такой, иногда у меня акцент бывает, иногда я вот так могу, и эмоционально могу разговаривать, ну то есть проблем нет.